Вы будете в шоке, когда узнаете, как жил знаменитый Пабло Эскобар. В этом видео вы узнаете, как Пабло пришел в криминальный мир, сколько у него было денег и почему у него не получилось стать президентом Колумбии. А в конце ролика я расскажу вам о самой главной слабости знаменитого наркобарона. Приятного просмотра. Пабло Эмилио Эскобар Гавирия родился в далеком 1949 году, 1 декабря. Мальчик рос во вполне благополучной семье. Мать работала учителем начальных классов, отец занимался фермерством. У Эскобара было 6 братьев и сестер. Естественно, доходов в семье не хватало. Юный Пабло не мог попросить у родителей все, что он захочет. Из-за этого он рано попал в криминальный бизнес. Его родной город был совсем недалеко от Медельина, поэтому Эскобар проводил много времени в трущобах вместе с мелкой бандой уличной шпаны. В этих же неблагополучных районах и началась его криминальная карьера. По легенде, которую я нашел, еще в подростковом возрасте Пабло начал воровать надгробные памятники на местных кладбищах, а после перепродавать их. Правда, эту теорию опровергает брат Эскобара Роберто. Он утверждает, что на самом деле он не похищал надгробия, а лишь продавал их. Это были те памятники, которые им выдавали на кладбище. Обычно их снимали с тех могил, за которые перестали платить родственники усопших. Покупателями такого странного товара стали их общие с братом знакомые, которые занимались похоронным бизнесом. Но мне кажется, такой бизнес был не самым приятным. Дальше Пабло решил заняться более прибыльным делом и начал продавать поддельные дипломы об образовании. Естественно, это приносило немало денег, но все еще недостаточно для растущих амбиций Эскобара. Он уже давно хотел заняться не мелким криминалом, а чем-то более значимым и крупным. Но в то время мало кто мог подумать, чем обернется такое стремление. В любом случае, мелкое хулиганство и криминал принесли свои плоды. Юный Пабло познакомился с контрабандистами, скупщиками краденого и многими другими криминальными элементами. Эскобар начал торговать контрабандными сигаретами, фальшивыми лотерейными билетами и многими другими весьма незаконными вещами. Это и принесло ему первые серьезные деньги. Примерно в то же время, когда Пабло было 20 лет, на него обратил внимание местный криминальный авторитет. Он взял его в команду, и с тех пор Эскобар занимался похищением младенцев из богатых семей, чтобы получить за них крупную выплату. Помимо этого, он лично руководил контрабандой, которой занимался его шеф. В общем, спустя короткое время Пабло смог добиться признания и стал работать с боссом на равных за существенный процент от прибыли. Ну а то, как развивалась его история дальше, очень сильно удивляет. В 70-е годы в Америке входило в моду употреблять кокаин. Этот наркотик был очень популярен среди молодежи, и в те времена все поставки этого вещества проходили через Кубу. Однако после того, как там сменилась власть, отношения между США и Кубой были разорваны, так что теперь рынком контрабанды наркотиков в Америку никто не руководил. И эта ситуация на мировой арене сыграла очень важную роль в становлении Пабло как главного наркобарона во всем мире. Так как все эти наркотические вещества запрещены, их контрабанда была очень уж прибыльной. Заработать на этом грязном деле можно было в сотни раз больше, чем получал до этого Пабло. Это были просто поразительные цифры, и пройти мимо такого сладкого пирога он точно не мог. Правда, первая же операция чуть ли не стала последней. Вместе со своими подельниками он купил в Эквадоре 18 кило пасты коки, а после планировал переработать ее в кокаин в Медельине. По пути к месту назначения их задержали полицейские. Пабло пытался подкупить судью, однако ничего не помогало. Спастись помогли неизвестные, которые убили полицейских прямо средь бела дня. Тех самых, которые и задержали Пабло. А судья, увидев всю ситуацию, принял решение освободить контрабандиста и закрыть дело. В начале своей карьеры Пабло лишь покупал пасту, перерабатывал ее, а после продавал другим контрабандистам, которые уже и перевозили наркотики в США. Естественно, на этом он терял очень крупные суммы, так как поставлять кокаин из Колумбии в Америку напрямую было в разы выгоднее. Но для того, чтобы забрать и этот кусок бизнеса, нужно было нарастить влияние. Так что летом 1977 года Эскобар объединил усилия с несколькими знакомыми ему наркоторговцами. Так и появился самый знаменитый в мире Медельинский картель. Как можно понять, Пабло был вовсе не дураком, и сейчас я расскажу почему. В новоиспеченной криминальной группировке Медельина он со своими подельниками создал крайне защищенную систему. В картеле работали тысячи людей, большая часть из них были объединены родственными связями, но при этом
никто из них не знал абсолютно ничего, кроме того, что касается их работы. По сути, там были следующие сотрудники: крестьяне, охранники, водители, химики. И никто из них не мог сказать, кто владелец наркотиков, откуда они берутся, куда деваются и кто стоит выше них. Это и давало свою особенную защиту внутри картеля. Зачем такие сложности? Да дело в том, что правительство, естественно, знало о проблеме наркотиков и старалось всеми силами бороться с ними. Они подсылали тайных агентов, которые уже внутри картеля разнюхивали всю информацию. Правда, это им ничуть не помогало. Система, которую настроил Пабло и его соратники, не позволяла узнать больше, чем нужно для работы. К тому же внутри наркоимперии была даже своя служба контрразведки. Они находили таких засланных сотрудников и проводили с ними ряд воспитательных бесед, после которых они нередко оставались калеками или вовсе погибали. Уже тогда о медельинском наркокартеле говорили как об одной из самых жестоких группировок. Но еще меня потрясло то, как именно доставлялся кокаин в Америку. Для этого использовались маленькие одноместные самолеты, начиненные контрабандой. Их крайне трудно отследить и уж тем более поймать, так что это был один из самых действенных методов. Да и приземлиться такой аппарат мог где угодно. Однако их мощности и запаса хода не хватало для того, чтобы без посадок долететь от Колумбии до США. И эту проблему в картеле решили кардинально. Они просто взяли и купили целый остров. Да, целый остров. А после отгрохали на нем военную базу с аэродромом и диспетчерской. На нем круглосуточно дежурил огромный вооруженный отряд, у которых помимо автоматов и ракетниц были военные катера и даже тяжелое вооружение в виде пушек. Естественно, местное население, которое там проживало, просто выгнали. Но для того, чтобы работе картеля никто не мешал, местным властям давали огромные взятки на миллионы долларов. И такие затраты были оправданы, ведь в среднем за неделю через остров США отправлялось примерно 2 тонны наркотиков. И это четверть всех поставок в Америку. Стоит ли говорить о том, какие суммы там крутились? После того, как Пабло настроил канавы поставок так, чтобы они работали бесперебойно, его картель поставил всех колумбийских торговцев перед фактом: либо они работают с Эскобаром, либо не работают вообще. Выбора, естественно, по факту не было. К началу 80-х Медельинский наркокартель захватил почти весь рынок наркотиков в Колумбии. И, естественно, Эскобар просто купался в роскоши. К тому времени Пабло уже решил пойти в политику. Он мечтал стать президентом Колумбии, и он делал для этого все. Пабло Эскобар, будучи в Конгрессе, жертвовал свои миллионы на процветание страны. Он строил школы, детские сады, больницы, спонсировал детские футбольные команды, развивал в своем родном городе спорт. В общем, делал все, чтобы в его стране дела наконец-то пошли в гору. Но при этом он нисколько не отказывал себе в роскоши. Лично я немножко шокирован лишь одним его поместьем. А вы представьте, что таких мест по всей стране у него было несколько сотен. Его дом, который он отгрохал специально для комфортной жизни с семьей, просто поражает своими масштабами. В нем буквально сложно сосчитать количество комнат и санузлов. Что уж говорить о том, что все выполнено из самых лучших материалов. На территории поместья был бассейн, джакузи и даже свой собственный зоопарк. В нем, кстати, поселились самые редкие и экзотичные животные. Там можно было найти слонов, львов и тигров, и даже бегемотов. Ввоз этих животных, к слову, запрещен в Колумбии. Всего в его зоопарке поселилось 4 гиппопотама. Но это отдельная, очень интересная история. После смерти Пабло власти страны решили, что бегемоты просто умрут от недостатка еды, что было им на руку. Так что они не стали за ними следить. Но каково было их удивление, когда спустя годы на территории колумбийской сельской местности они встретили сотню этих животных. По некоторым данным, власти Колумбии сейчас активно занимаются стерилизацией животных, чтобы предотвратить их дальнейшее распространение. В общем, как вы могли понять, Пабло буквально купался в роскоши. По некоторым данным, он зарабатывал несколько миллионов долларов в день. Он мог просто взять и купить все, что угодно. А его общее состояние оценивалось от 30 до 60 миллиардов долларов. Сегодня эти цифры были бы в пару раз выше. Так что он точно бы оказался в списке самых богатых людей планеты. Однако связь с наркобизнесом серьезно помешала политической карьере Пабло. В статье, которую я нашел, говорилось, что его буквально вышвырнули из Конгресса, где он заседал. Естественно, Эскобару это серьезно не понравилось, так что он решил противостоять правительству. Он буквально стал королем криминального мира, и я отдельно отмечу, жестокой
жестокости его подходов. Сначала чиновнику или судье, которые мешались Пабло, предлагалась взятка, дабы уладить вопрос в пользу наркобарона. Если те отказывались, их, не церемонясь, убивали. И так было буквально со всеми. Естественно, инициатору изгнания Эскобара из Конгресса также не повезло. Через 3 месяца его убили в своей машине вместе с охраной. Очень страшный случай, скажу я вам. На одном из светофоров к автомобилю подъехал мотоциклист и в упор расстрелял всех людей, находившихся в машине. Этот шаг стал крайней точкой для правительства Колумбии. После произошедшего президент объявил войну всему криминальному миру. Пабло решил ответить тем же, и в стране буквально началась анархия. За голову Эскобара предлагалась приличная награда, а он в ответ предложил награду за голову каждого полицейского или чиновника. При этом в колумбийских трущобах подельники Пабло раздавали огнестрельное оружие кому угодно, так что война в стране была самой настоящей. И это время было очень страшным для всех местных жителей. К этому противостоянию также подключились спецподразделения США. Огромное количество кокаина, который заполнил улицы Америки, очень уж сильно досаждали правительству. Они также решили воевать против Эскобара. К тому же американцы надавили на колумбийцев и договорились так, чтобы поставщики кокаина отбывали наказание в американских тюрьмах по их же законам. Аргументировали они это тем, что колумбийские тюрьмы позволяли руководить картелями даже будучи в заключении. Но даже так Пабло не собирался сдаваться. Так, в 1985 году он нанял военную группировку для захвата здания Верховного суда. Так он планировал продемонстрировать свою мощь. Естественно, все закончилось военным конфликтом прямо в центре столицы Колумбии. Страшно представить, что тогда чувствовали местные жители. Пабло действовал крайне жестоко. За каждого пойманного и арестованного члена картеля Эскобар отвечал массовыми убийствами полицейских и чиновников. Военные, которые работали на Пабло, даже убили наиболее популярного кандидата в президенты, а в ноябре 1989 года они и вовсе устроили настоящий теракт. Эскобар планировал устранить еще одну важную шишку. Этот человек должен был лететь на самолете, на который заложили бомбу, но в последний момент он отменил свой вылет. Самолет же все равно был взорван. В тот день погибло 110 человек. В ответ на это правительство с еще большими усилиями уничтожало инфраструктуру картеля. На это Пабло отвечал также жестко, совершая массовые убийства. Казалось, в стране никогда не закончится кровопролитная война. Но дальше история становится только интереснее. Лично меня удивил тот факт, что человек, который отменил свой вылет на том самолете и выжил, стал новым президентом Колумбии. Он решил закончить войну и пошел на переговоры с Пабло. Он уверял, что наркобарона не выдадут Америке, а просто посадят в местную тюрьму. Эскобар согласился, но с условием, что тюрьму он построит сам. Естественно, это был 5-звездочный отель, по которому он мог с легкостью прогуливаться и даже выходить за ее пределы. Заключенные самых страшных тюрем мира ему серьезно позавидовали бы, и даже внутри тюрьмы он продолжал управлять картелем. Правда, несколько членов картеля пытались захватить власть во время отсутствия Пабло. Их доставили в эту тюрьму, а после жестоко убили. Об этом узнало правительство и потребовало перевести его в обычную тюрьму. Естественно, это не устраивало Пабло, и он подался в бега. К тому моменту могущество Эскобара уже уменьшилось. Кровопролитная война требовала очень больших затрат. К тому же на Пабло охотилось не только правительство, но и американцы и другие наркоторговцы. Эскобар скрывался 1,5 года. Он уже не мог вести той войны, а лишь бегал из одного места в другое. К его счастью, у него была целая сеть коттеджей по всей стране. Но его угнетал факт оторванности от семьи. Он был примерным семьянином, а единственная связь, которую он мог поддерживать, это редкие звонки по телефону длительностью не более минуты. Все делалось для того, чтобы спецслужбы не засекли его сигнал. Но 2 декабря 1993 года, на следующий день после своего 44-го дня рождения, Пабло буквально дал волю своим чувствам. Он разговаривал со своей семьей целых 5 минут. И спецслужбы с легкостью отследили его, а после направили штурмовую группу на поимку преступника. Пабло Эскобар пытался уйти по крышам, попутно отстреливаясь от преследователей. Однако шансов уйти у него не было. Наркобарона ранили в ногу и спину, а после добили в голову. И наконец-то мир избавился от одной из главных угроз. Но, как утверждает брат Пабло, король преступного мира покончил с собой, чтобы не гнить в американской тюрьме. Так и закончилась история самого влиятельного наркобарона в мире. Лично мне кажется, что вся его биография больше похожа на фантастический фильм. Причем фантастики ужастика. А как вам история этого противоречивого
первого персонажа? Пишите об этом в комментариях. В этом видео я рассказал вам самые интересные факты из жизни знаменитого Пабло Эскобара. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, если оно было полезным и интересным, и до встречи в следующих выпусках. Пока!